Друзья, сегодняшнее видео о том, что тонкая талия – это не только залог красоты, но и самое главное – залог здоровья в любом возрасте и для любого секса, мужчин и женщин, на долгие годы. Почему? Потому что в этом районе, в районе талии, у вас висцеральный жир и подкожный жир в животе, и потерявший вот этот объем, уходит и этот жир. Я Элла из Бостона, мне 68 лет, я потеряла 30 килограмм и 30 сантиметров талии, и также я потеряла вот здесь, видите, под лифчиком роллы, спасательный круг, ноги галифе. Александр Васильев, известный историк моды, сказал бы на модном приговоре: «Зачем ты, деточка, надела этот хлипкий трикотаж?» Хотя это Майкл Корс, трикотаж хлипкий. Но вот хотела показать, что даже при этом хлипком трикотаже нету никаких роллов нигде. Но это красиво, конечно, но главное, что восстанавливается здоровье. У меня ушел артрит, артроз, головные боли, депрессия, улучшилось настроение, у меня пропало давление. Давление было 160, аж 100/10 после ковида. Теперь мое регулярное низкое давление. И самое главное в сегодняшнем видео – как? Ну, конечно, интервальным голоданием, но интервальное голодание не работает без 5 основных принципах. Вот об этом мы и поговорим. А если вы дождетесь до конца этого видео, которое будет не таким длинным сегодня, то я вам покажу, как Дэвид Аспри, отец биохакинга, очень легко и просто увеличивает окно голодания 18,6 буквально за несколько дней, а потом уже 24, и дело пойдет. Поэтому дождитесь конца. Вот 5 основных принципов, без которых никакое интервальное голодание, вообще никакое голодание не поможет, и вес вы не потеряете. Первое – еда. Вот здесь на большом пальце, на верхушке этой пятиконечной звездочки находится наша еда. Почему? Еда всему голова, как говорили древние, это самое главное в вашем здоровье, 50-60% это еда. О еде мы будем, естественно, говорить отдельно, и уже говорили, много протеина, мало углеводов, никакого сахара, хорошие масла. Вот об этом мы поговорим в следующих видео. Сон вот здесь. Почему сон? Если еда 50-60%, то сон это как минимум 30-40, а может и вся половина. Я честно вам скажу, даже 1,5 года назад я просыпалась, вставала 2, иногда 3 раза за ночь, чтобы сходить в туалет. И если вы это делаете через несколько недель, а может и скоро, давайте голосовать по этому поводу, мы к этому вернемся. Мы будем говорить о сне и как добиться такого сна 7, 8, 9 часов. Если у вас низкое давление, как у меня, вам нужно 9, чтобы не вставать и не просыпаться. Вот этот мизинчик, это, к сожалению, то, что нам нужно дополнить к нашей замечательной еде. Поэтому, как бы вы ни старались, дамы и господа, но еда не та, даже не та, которая была еще 50 лет назад, не говоря раньше, наши дедушки и бабушки ели совсем другую еду, поэтому этой еде нужна помощь, витамины, минералы, аминокислоты, заменимые и незаменимые аминокислоты. Говорили о них, будем говорить, будет новое видео, потому что, как я всегда говорю, наука на месте не стоит. Я ввела несколько новых препаратов, и об этом я с вами поговорю в следующем видео. Это, к сожалению, экология. Экологию мы контролировать не можем, хотя кое-что мы можем делать. Главные дисрапторы нашей эндокринной системы – это плохой воздух, вода полная пластика, пластмассы. Это то, что вы мажете на лицо, вот это можно предотвратить. Это то, чем вы моете голову,
ваше мыло, все эти распрыскиватели. И вы знаете, что я узнала? 1,5 года назад я уже на голодании, дело не так хорошо двигается, что-то мне не так хорошо. Духи. Оказывается, духи – это один из основных дисрапторов нашей эндокринной системы. И вот смотрите, эндокринная система регулирует все ваши органы, вашу пищеварительную систему, метаболизм. Метаболизм и так замедляется, обмен веществ замедляется, а вот я еще раз впрыскивала мой любимый французский, французские духи. Неудивительно, мой бывший муж их ненавидел, и вот теперь-то я ими побрызгаюсь. Не надо ничего брызгать, нужно все изучать. Поэтому очень много о чем нужно говорить по этому поводу. Не потеряете вы вес, если вы пользуетесь химикатами, если вы мажете на лицо не то, что нужно, и даже если вы полоскаете рот вот всеми этими на рынке полоскателями и зубными пастами. Об этом нужно говорить долго и серьезно, и будет, видимо, не одно видео. И, наконец, номер 5. 5-й постулат – это физическая нагрузка, активность. Будете голодать и сидеть на диване, принимать аминокислоты, но ничего же у вас не получится. Поэтому, если вы на диване, встаньте с дивана, найдите себе, может быть, какую-то небольшую работу, ходите в магазины, в молы для развлечения и вообще делайте вот эти 30-минутные прогулки хотя бы несколько раз в неделю, как наш доктор Оз наказал министр здравоохранения ОЗ, как волшебник изумрудного города. Он также через 2 недели сказал, что нужно делать кое-какие упражнения, и об этом мы будем говорить опять. Так вот, дорогие друзья, дайте мне вам напомнить, я Элла из Бостона, мне 68 лет, я потеряла 30 килограмм и 30 сантиметров в общей сложности своей талии. Как видите, никакого внутреннего жира нет. Но потом начать мне писать: жир нужен, какой-то жир нужен, чтобы ваши органы, кстати, сохранять, предохранять от ушибов. Но жир должен быть бурым. Об этом мы будем говорить в последующих видео, когда будем говорить об сне, например. И также нужны мышцы. И вот как приобрести мышцы? Ходьбой, небольшими упражнениями и всем остальным, о чем мы говорили, мы будем говорить опять и очень скоро. Ну, теперь вы со мной были через все мои 5 постулатов, правил, а вот теперь мы перейдем вот к тому, что Дэвид Аспри говорит, поможет вам голодать 18 часов. Давайте повторим принципы. Повторение – мать учения. Хорошая еда, витамины, минералы, сон, экология и защита вашей эндокринной системы от всяких дисрапторов и физическая нагрузка. Все, 5 пунктов. Об этих пунктах мы будем говорить всю зиму, много и долго. Наука не стоит на месте. Теперь уже говорят о пептидах. Понимаете, совсем другое дело. Все это будем изучать. Какие у меня квалификации? У меня MBA degree из Бостонского университета, Questrom School of Management. Я могу преподавать, но также я слушаю сотни часов образовательных материалов по здоровью, долголетию от доктора Марка Хаймана, Берга, Минди Пелс, кардиологист доктор Гандри. Всех я их слушаю на английском языке и вижу, есть пробел на русскоязычном канале. И вот это вот я пытаюсь вам принести, потому что здесь как-то все немножко ушло подальше с этим голоданием, биохакингом. Отец биохакинга Дэвид Аспри каждый день на телевидении, каждый день напоминает. Так вот, что это такое? Bulletproof кофе. Пуленепробиваемое кофе. Что в нем? Органическое кофе. Дэвид Аспри с этим согласен. Также МСТ, жир. Об этом мы говорили уже.
Дэвид Аспри считает, что МСТ-жир действует лучше и лучше для вашего желудка, если в это кофе вы положите либо масло, которое выращено на траве, либо ги, топленое масло, вот оно мое, которое выращено на траве. Я решила топленое масло положить, и вот момент, когда это буду пробовать. Честно вам сказать, это первый раз в моей жизни. Я делала то, о чем я вам советовала. Доктор Берг это советует. Это крем на траве. А особенно я люблю козлиное молоко. В нем 36% жира. Ну, куда еще больше. Однако же Дэвид Аспри, биохакинг это его бэйби, говорит, что нужно пить bulletproof кофе, пуленепробиваемое кофе. Сейчас вот исторический момент. Сейчас мы вместе его первый раз попробуем. Та-та-та-та. Честно сказать, я этого не делала раньше, но можно делать, потому что хорошее топленое масло, оно даже имеет какой-то приятный, такой даже вот немножечко терпкий вкус. Этого вообще не чувствуется МСТ никак. И согласно отцу биохакинга, будем его слушать, я же его слушаю во всем остальном. Будем здоровы, Сэла из Бостона. Можно пить. И, кстати, он также напомнил, что многие народы, особенно на севере, монголы, по-моему, в других местах, частях света, в чай наливают много жира. Топленое масло, сливки, потом некоторые даже жир от коровы, коровий жир тоже кладут. По-моему, китовый даже, моржовый. Видите, это все уходит, по-моему, корнями в тысячелетия. Будем здоровы, Сэла из Бостона. Здесь у меня будет видео предыдущее об интервальном голодании, более подробное. Здесь мой биохакинг, который я, в общем-то, составила за последние 1,5 года, как-то все устаканилось. Я сама следую этим 5 правилам, которые я представила сегодня. А вот здесь моя подписочная кнопка. Пожалуйста, голосуйте, о каком из этих 5 правил вы хотели бы говорить. Первым о еде, о экологии, о сне. Я думаю, сон победит. Давайте будем голосовать и посмотрим. А пока что следующее видео будет 7 советов доктора Берга об интервальном голодании. Оно не переведено на русский язык, вот я вам его переведу, потому что сама этим видео пользовалась 1,5 года назад. Огромное спасибо вам всем за просмотр, за подписки, за лайки. Опять-таки, вот мой биохакинг. Вот мое предыдущее видео об интервальном голодании и моя подписочная кнопка. Будем здоровы!